Всем привет! Сегодня я вас ничем не удивлю, потому как шью вещь, которая действительно мне очень нужна, причем нужна в повседневной жизни. И она уже не первая. Я их уже шила много, но решила поделиться на тот случай, если кто-то надумает шить и себе. Итак, это Тильда тапки. Я шила их уже для всей семьи не один раз. И поверьте, это очень удобно. Ну, конечно, если у вас нет такой проблемы, как обязательно, чтобы даже в комнатной обуви был небольшой каблук. Если вы можете носить обувь без каблука, тогда просто ура! Так у нас, у меня, для каждого члена семьи своя выкройка, свой размер. Эта выкройка очень давно гуляет в интернете. Каждый подгоняет размер под себя. То есть сначала вы измеряете ножку, стали на пол, замерили в сантиметрах. И так как я шью исключительно из фриса, я его очень люблю, мягкий, теплый, то никаких припусков ни в коем случае делать не надо, потому как тапки будут спадать, даже если вы добавите полсантиметра. Шьются они очень просто. Флис — это вообще прелесть, а не материал. И, не знаю, тепло, удобно. Насчет долговечности можно поспорить, то есть смотря какие у вас полы, какие ковровые покрытия есть, более жесткие, тогда если вы тапочки носите постоянно, они быстрее выйдут из строя, но я это исправляю очень легко, ставя небольшие заплатки, и обо всем этом расскажу. Так что нужно для того, чтобы сшить Тильда тапки? Прежде всего выкройка. Вы переснимаете с монитора именно свой размер. Сначала замерили ножку, а потом в любой из графических программ, которые вы открываете, выкройку, увеличиваете масштаб, пока размер не окажется именно ваш. Прямо линейкой померьте с монитора и аккуратненько переснимите. Что для этого нужно? Я беру, как уже сказала, флис и делаем выкройки. Нам нужно 4 вот таких детали. Почему 4? Потому как одна ножка, вторая ножка снаружи с лица, и точно так же 2 стелечки пусть будут внутри. То есть 4 детали. 2 таких и 2 таких. И 4 таких детали. Что это такое? Это верх наших тапочек, и здесь идет сгиб ткани. Если же вам не хватает ткани, то здесь делаете шов, тогда, разумеется, их нужно не 4, а 8. То есть вы выкраиваете вот так, здесь серединка, сгиб, затем переворачиваете на эту сторону и довыкраиваете это. Что делать дальше, после того, как вы все выкроили? После этого ничего сложного дальше тоже нет. Вы, разумеется, складываете лицом к лицу и сшиваете сначала выполняете задний шов. Выполнили. Выполняете эту операцию 2 раза. 1 и 2. Детали у нас 4. Но вы полностью выполняете этот шов 2 раза. Для того, что будет с лица на одной и другой ножке. Для того, что будет внутри наших тапочек, вы выполняете этот шов не полностью, а только кусочек в начале и кусочек в конце. Здесь оставляете отверстие для выворачивания. После этого, это в том случае, если у вас хватило ткани выкроить сразу всю деталь. Если же нет, и выполняете шов и здесь. Что вы делаете дальше? Так как у вас здесь все сострочено, я сейчас просто скалю, представьте, что у вас это уже все сострочено. Вы берете вот ваша стелечка и сшиваете лицом к лицу. У стелечки это лицо, тогда и здесь должно быть лицо. У вас здесь есть
поперечные меточки на выкройке. Вы их обязательно переносите на ткань. Вот так, вот так. Совмещаете поперечные метки спереди и сзади. Вот тут у меня сколото, то есть шов совпадает с поперечной меточкой. Затем распределяете равномерно руками, скалываете. И выполняете строчку. И так делаете 4 раза. Эту строчку вокруг вы полностью выполняете 4 раза. Ну вот, шов, которым мы соединяли верх и низ тапочка, выполнен 4 раза. Соединен верх, выполнен задний шов, и вы видите все снизу. Теперь нужно соединить. Этот я уже вывернула на лицо. Этот я вывернула на лицо. В этом к нам смотрит, вернее, на нас смотрит изнанка. Ну, флис материал мягкий, и чтобы вы не запутались, как они лежат, я покажу вот так. То есть сейчас они все выглядят именно вот так. То есть по стельке ориентируйтесь. Этот на лице, стелька так, этот на изнанке, стелька точно так. Вот таким образом. Теперь нужно выполнить вот этот шов. Вот этот. Для чего мы тапочек, деталь, которая уже вывернута на лицо, вставляем сюда внутрь, совмещаете, разумеется, швы здесь и здесь, и совмещаете меточки здесь и здесь. Скалываете все иголочками и так уже немножко похоже. И выполняете этот шов полностью на одном тапочке и на другом. После чего вы, с какой стороны, неважно, оно будет, где-то отверстие, вот оно у нас, отверстие для выворачивания. Вот оно. И вы выворачиваете через него ваш тильда тапочек очень аккуратно, не спеша, чтобы не порвать шов. После того, как вы вывернете, нужно будет сначала примерьте на ножку, а потом вручную зашить эту дырочку. Один я уже выполнила, тут, в принципе, выполнять нечего, он выглядит вот так. Мне кажется, флис на видео смотрится не очень, но в жизни настолько удобно, настолько они приятные. Вы просто получите массу удовольствия, когда оденете такой тапочек на ножку. Еще раз скажу, сейчас флис, опять же, флис очень мягкий материал, и, возможно, не совсем понятно, какой из них на какую ножку. Но по стельке снизу все видно, и после того, как вы 2-3 раза оденете, они примут форму ножки, и достаточно будет одного взгляда, чтобы понять, какой одевать. Здесь, когда шью тапочки себе, я не выполняю никакой шов. Когда шила сыну, выполняла. То есть дальше уже все ваша фантазия и ваше желание. Здесь все готово. Можете украшать здесь, но флис с рисунком я ничего не хочу делать. Можете пришить пуговички, можете пришить бусинки, бантики. Все, что хотите. Можете ничего не пришивать. Нет, меня вполне устраивает и так. Очень мягко, очень удобно. Замечательно сидит на ножке, и ножки всегда в тепле и в порядке. Если вы куда-то идете, их всегда можно взять с собой. Они не занимают места, стираются идеально и будут вам служить верой и правдой. Флис, вы можете сразу задать вопрос, флис будет протираться. Со временем да. Что делать? Когда вот здесь появляется, постепенно вы заметите, у кого-то раньше, у кого-то позже. Здесь может появиться дырочка, и здесь может появиться. Вы берете кусочки, которые не выбрасываете ни в коем случае. Просто прикладываете сверху, вырезаете ножницами, ничего, швы обрабатывать не надо, ничего не надо. Здесь, где-то вот так, скорее всего, здесь. Но вы сами увидите. И вручную швом через край
здесь и здесь сделали заплаточку. При желании можете даже подложить немного синтепона, это вообще будет тепло. То есть ремонтируются они, восстанавливаются к жизни они очень легко и быстро, служат долго. Но если уж совсем-совсем надоело, сшить новые не составит труда, потому как флис далеко не самый дорогой материал. Да, я еще раз пересмотрела первую часть, которую снимала вчера, и заметила, что я там сказала одну вещь, ее не все могут понять правильно. Я сказала, что измеряете ножку и никаких припусков не даете. Нет, припуски на шов мы, разумеется, даем. Небольшой, но припуск на шов, конечно же, нужен, иначе мы просто не сможем сшить. Или деталь будет меньше. Что я имела в виду? А вот что. Когда вы измеряете ножку и переснимаете с монитора выкройку именно своего размера, вот перед тем, как переснять, не надо давать здесь припусков. Опять же, это для деталей из флиса. Флис материал эластичный, здесь припуски давать не надо. Ну, например, ножка у вас, пусть будет 25 сантиметров, и вы думаете, да, хотя бы полсантиметра дам на свободное облегание. Нет, вот этого делать не надо. Вот сколько измерили сантиметров, такую выкройку и делаете. И тогда ваши тапочки будут сидеть просто идеально. На этом все. Шейте тапочки, пусть ваши ножки будут в тепле, и вы никогда не будете болеть. Тем более, готовимся они летом, готовимся к сезону и обуваем, в хорошем смысле слова, всю семью. На этом на сегодня все. Всем прекрасного настроения. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. До новых встреч!